Привет, друзья! С вами вновь Роман, испытатель электротранспорта. Вы смотрите видеообзор трехколесного электроскутера Skyboard BR40 3000 Pro Fast на внедорожной резине. Дизайн электроскутера не сильно отличается от своего собрата Skyboard Trike BR60 3000 Pro Fast. Единственная важная отличительная черта этого монстра – внедорожный протектор, из-за чего он уверенно чувствует себя на бездорожье. Обратите внимание на правильное решение со стороны производителя. На данном трайке с оффроуд резиной сделать штампованные диски, то есть они реально обслуживаются и могут быть подвержены ремонту. Что же касается литья, для внедорожья его лучше не использовать, так как оно может просто лопнуть. Электродвигатель компания Skyboard обещает на 3000 Вт, по факту даже, мне кажется, больше. То есть с тем усилием, с которым он тянет, где-то прям вот за глаза, по рыхлому песку, в те горки, в которые я забирался, в принципе, я гонял реально, посмотрите, не пожалейте. Посмотрите, как я рысачил реально на кросс-трассе, на мотокросс-трассе. Блин, это было круто. Здесь есть серийный номер. И по факту вот здесь как раз 72 вольта указано, но не вижу мощности. По факту, ребят, то, что здесь нет указания мощности, для вас только плюс. Для тех, у кого нет прав. И хочется просто мощную машинку себе на дачу. Это круто, реально. То есть в документы, в принципе, как я понимаю, компания Skyboard может вписать любую мощность, но об этом нужно, наверное, предупреждать заранее, перед покупкой. Немаловажное преимущество перед конкурентами – это его грузоподъемность в 200 кг. Трайк отлично показал себя во время тест-драйва на трассе по мотокроссу. Подвеска отлично отрабатывает даже с учетом двух груженных райдеров и оборудованием для съемок. Перейдем к элементам управления. По центру ЖК-дисплей, монохром черно-белый, с отображением реальной скорости, в режиме реального времени, пробега, и плюс индикация заряда батареи. Переключение скоростных режимов. Ниже, под ним, то, чего обычно не делают у электробайков и не на всех мотоциклах даже есть, это аварийка. Очень удобная штука, если вы где-то остановились, чтобы вас было заметно. Пищит, верещит так же, как поворотники. Ну что, левая рукоятка. Переключение света, ближний, дальний и выключение полностью. Положение центральное, ближний, верхний, дальний и выключить. Поворотники с пищалкой, чтобы не забывали, что он у вас включен. Левый, правый. И звуковой сигнал. Полноценный автомобильный, можно сказать. С внешней стороны тормозная рукоятка гидравлика, настраиваемая под размер ладони райдера. То есть колесо реально настраивает величину под ваши пальцы. Очень удобная штука в этом плане. Бачки с тормозной жидкостью DOT 3, DOT 4. Да, стандарт DOT 3, DOT 4. Прозрачный, чтобы можно было следить уровень. И плюс так называемый ручник. Я не знаю, как его еще назвать. Стоп, просто стопарь. То есть парковочный тормоз, назовем так. Хорошая штука, чтобы у вас не скатывался никуда, если поставили под уклоном. Плюс защищает от случайного нажатия на ручку акселератора. По правой рукоятке первый тумблер переключение габаритных огней, точнее включение и выключение габаритных огней, переключение скоростных режимов с 1 по 3 и ход передний и задний. Никаких китайских иероглифов, слава богу, уже нет. Все на английском и плюс ручка акселератора. Выкручиваете, едете, отпускаете, он едет накатом и останавливается. Также с внешней стороны тормозная рукоятка, регулируемая, бачок, гидравлика. Габариты электротрайка и дополнительные характеристики вы видите на экране.
Но в принципе стандарт у скайборда, богатая комплектация учитывает уже наличие штатного держателя для телефона. Штука довольно удобная, не надо покупать отдельно. Ну и плюс ключи, все остальное, там зарядное устройство мощное и тому подобное. Все это, я думаю, вы уже знаете. А у скайборда это реально круто сделано, и молодцы, спасибо им за это большое. В принципе, данная модель электротрайка заряжена даже больше, чем нужно. Здесь переизбыточное количество всяких допников, в том числе и крылья. Поверьте мне, лучше их снять, если вы будете гонять по бездорожью. Почему так, вы сможете все это посмотреть на тест-драйве. Реально круто то, что данный электротрайк можно использовать на шоссе, потому что у него для этого есть абсолютно все. Поворотники, габаритные огни, зеркала и реально поддерживаемый скоростной режим. Кататься по шоссе на данном протекторе будет не особо комфортно из-за характерного постукивания и передачи вибрации. Что касается гидроизоляции, с учетом того, для какой местности данный электрозверь предназначен, я бы рекомендовал ее все-таки сделать прям по максимуму, просто пройдитесь везде компаундом. Лишним не будет точно. Хотя в принципе штатной влагозащиты, если вы не будете гонять под дождем и по глубоким лужам, вполне достаточно. Так, ну и по батарейкам быстренько пройдемся, посмотрим начинку, что здесь есть. Значит, первый батарейный отсек в самом низу. Сюда можно положить дополнительную батарею. Здесь же установлен контроллер. Сразу говорю, не обращайте внимания на то, что здесь грязь и тому подобное, потому что именно этот трайк был у нас на тест-драйве. Он уже отстоял целый год, перезимовал на улице. Ссылку оставим в описании. Посмотрите, как он гонял, что он делал, что он вытворял. Трайк живучий, прям слов нет. Да, ну здесь опять-таки есть грязь. Специально не убирали, ребят. Только так, с внешнего вида чуть протерли. Батарея здесь, дополнительно вставляется сюда, в итоге всего 3. 72-вольтовые батареи по 60 ампер-часов, блин, 3 штуки, но это круто. Реально, вместимость, и для этого уже есть место с подключением кабеля внутри и переключение с внешней батареи. Можно ездить на самом деле на 2 батарейках, подключать сразу, то есть одна подключена сверху, одна подключена снизу, при этом он будет разгоняться чуть более динамично и выдавать чуть больше скорости. Ну, не критично, незначительно, но 5 км в час вы выиграете. По поводу заявления производителя об антикоррозийном покрытии. Что касается самой рамы, мне кажется, что здесь уже есть антикоррозийное покрытие. По крайней мере, количество коррозии, которое я здесь увидел после простоя и зимовки на улице, реально не соответствует тому, что я от него ожидал. Я думал, будет все гораздо хуже. Но нет, я вижу, что основные узлы в порядке. И коррозию, в принципе, можно найти только в местах механических воздействий. То есть с пола, либо просто подвижных деталей. И в заключение хотелось бы добавить, что очень порадовала именно живучесть электротрайка. Даже с учетом того, что между съемками тест-драйва и обзора прошло 11 месяцев, включая зиму, все это время он стоял на улице просто накрытый чехлом. Крайне не рекомендую вам это делать. Лучше хранить в помещении. Но даже несмотря на снег и весенний дождь, он все еще чувствует себя прекрасно. Вполне логично, что во время длительного хранения аккумуляторы нужно извлечь из электроскутера. Рекомендуемый уровень заряда при этом составляет порядка 40%. Дорогие друзья, обязательно берегите себя и не забывайте о защитной экипировке. С вами был Роман, испытатель электротранспорта и трехколесный электроскутер City Coco Skyboard BR 43000 ProFast на внедорожной резине. До новых встреч на просторах Ютуба.